субъективный идеализм или эмпирический идеализм. Субъективный идеализм или эмпирический идеализм – это форма монизма. Монизм – это философское воззрение, согласно которому разнообразие объектов в конечном счете сводится к единому началу или субстанции, которая утверждает, что существуют только умы и ментальное содержание. Это обычно отождествляется или ассоциируется с имматериализмом, доктриной о том, что материальных вещей не существует. Имматериализм – это метафизическое отрицание существования материального мира. Субъективный идеализм отвергает дуализм, нейтральный монизм и материализм. Дуализм – свойство некоторой теории или концепции, согласно которому в ней неразрывно сосуществуют два начала – силы, принципа, природы, несводимые друг к другу или даже противоположные. Нейтральный монизм – это метафизическое воззрение, согласно которому психическое и физическое являются двумя способами организации или описания тех же самых элементов, которые сами по себе являются нейтральными, то есть не носят ни физического, ни психического характера. Эта точка зрения отрицает, что психическое и физическое – две принципиально разные вещи. Скорее всего, с точки зрения нейтрального монизма, Вселенная состоит только из одного вида субстанции в виде нейтральных элементов, которые сами по себе не являются ни психическими, ни физическими. Эти нейтральные элементы, возможно, имеют свойства цвета и формы, так же, как и мы воспринимаем эти свойства. Но эти оформленные и наделенные цветом элементы не существуют в уме, рассматривается как существующая реальность, будь она дуалистической или физической. Они существуют сами по себе. Материализм – философское мировоззрение, в соответствии с которым материя как объективная реальность является онтологически первичным началом, причиной, условием, ограничением в сфере бытия, а идеальное понятие воля, сознание и тому подобное вторичным результатом следствия. В действительности это противоречит элиминативному материализму, доктрине, согласно которой все или некоторые виды психических явлений, такие как эмоции, убеждения или желания, не существуют, а являются чистыми иллюзиями. Элиминативный материализм – элиминативизм, материалистическая позиция философии сознания, согласно которой обыденное понимание сознания является ложным, и некоторые ментальные состояния, в которые верят люди, не существуют. Некоторые элиминативисты считают, что для некоторых концепций, таких как вера или желание, не будет найдено нейробиологического базиса, поскольку они недостаточно точно определены. Они, в свою очередь, считают, что психологические концепции поведения и опыта должны оцениваться по тому, насколько хорошо они редуцируются до биологического уровня. Субъективный идеализм – это слияние феноменализма. Феноменализм – философское учение о том, что мы познаем не сущность вещей, вещи в себе, а лишь явление. Или эмпиризма, который придает особый статус непосредственно воспринимаемому, с идеализмом придает особый статус ментальному. Идеализм отрицает познаваемость или существование нементального, в то время как феноменализм служит для ограничения ментального эмпирическим. Таким образом, субъективный идеализм отождествляет свою ментальную реальность с миром обычного опыта и не комментирует, является ли эта реальность божественной в некотором роде, как это делает пантеизм. Пантеизм – это философское учение, объединяющее и иногда отождествляющее божество, Бога и мир, и не комментирует, является ли эта реальность фундаментально единым целым, как это делает абсолютный идеализм. Эта форма идеализма субъективна не потому, что отрицает существование объективной реальности, а потому, что утверждает, что эта реальность полностью зависит от сознания субъектов, которые ее воспринимают. Самыми ранними мыслителями, которых можно было назвать субъективными идеалистами, были некоторые представители йогачары. Йогачара – одна из основных философских систем буддизма Махаяны, которые сводили мир опыта к потоку субъективных восприятий. Субъективный идеализм оставил свой след в Европе в трудах Джорджа Беркли. Про Джорджа Беркли есть видео на канале, я оставлю ссылку, который утверждал, что идея, независимо от разума реальности, бессвязна, заключая, что мир состоит из разума людей и Бога. Последующие авторы постоянно боролись со скептическими аргументами Беркли. Иммануил Кант ответил отказом от имматериализма Беркли и заменил его трансцендентальным идеализмом. Трансцендентальный идеализм в учении Иммануила Канта – установка, отождествляющая и ограничивающая наблюдаемые вещи феноменами сознания, которая рассматривает независимый от разума мир как существующий,
но не познаваемый сам по себе. Со времен Канта истинный материализм оставался редкостью, но сохранился благодаря частично пересекающимся движениям, таким как феноменализм, субъективизм и перспективизм. Про перспективизм есть видео на канале, я оставлю ссылку. Такие мыслители, как Платон, Платин и Аврелий Августин, предвосхитили материалистический тезис идеализма своими взглядами на низшую или производную реальность материи. Однако эти платоники не сделали того поворота, который осуществил Беркли к субъективности. Платон помог предвосхитить эти идеи, создав аналогию с людьми, живущими в пещере. Его точка зрения заключалась в том, что существуют разные типы реальности. Он объяснял это своей аналогией с пещерой, в которой люди связаны только тем, что видят тени всю свою жизнь. Как только они выходят на улицу, они видят совершенно другую реальность, но теряют из виду ту, которую видели раньше. Это создает идеи для теории имматериализма Беркли, потому что она показывает, как люди могут быть подвержены воздействию одного и того же мира, но все же видеть вещи по-разному. Это вводит идею объективного против субъективного. Беркли пытался доказать, что материи не существует. Платон рационалистически осуждал чувственный опыт, тогда как субъективный идеализм предполагал эмпиризм и несводимую реальность чувственных данных. Более субъективную методологию можно было найти в акценте сторонников пиранизма. Пиранизм – философская школа скептиков на мир явлений, но их скептицизм исключал возможность каких-либо онтологических выводов. Первые зрелые формулировки идеализма возникают у мыслителей Йогачары, например, индийский философ Дхарма Кирти, который отождествлял высшую реальность с чувственным восприятием. Самым известным сторонником субъективного идеализма в западном мире был ирландский философ Джордж Беркли, чья популярность затмила философа Артура Кольера, который, возможно, предшествовал ему в опровержении материального существования или, как он говорил, отрицании внешнего мира. С точки зрения субъективного идеализма Беркли материального мира не существует, а феноменальный мир зависит от людей. Следовательно, фундаментальная идея этой философской системы в лице Беркли или Маха, Эрнст Мах, австрийский физик, механик и философ-позитивист, состоит в том, что вещи представляют собой комплексы идей или ощущений, и существуют только субъекты и объекты восприятия. Весь аргумент Беркли сводится к пониманию: быть значит быть воспринимаемым или восприниматься. Это резюмировало его аргумент, потому что он основывал свою точку зрения на том факте, что вещи существуют, если их все понимают и видят одинаково. Как писал Беркли, ибо существование идей состоит в том, чтобы быть воспринятой. Это разделило бы все на объективное и субъективное. Материя относится к субъективной категории, потому что каждый воспринимает материю по-разному, а это значит, что материя нереальна. Это возвращает нас к сути его аргументации, которая гласит, что для того, чтобы что-то было реальным, оно должно интерпретироваться всеми одинаково. Беркли считает, что весь материал – это конструкция человеческого разума. Согласно Стэнфордской энциклопедии философии, его аргумент таков: мы воспринимаем обычные объекты – дома, горы и так далее. Мы воспринимаем только идеи. Следовательно, обычные объекты являются идеями.